Всем привет! Хочу рассказать про небольшие нововведения в Figma, которые были сделаны недавно, и они касаются массового редактирования. Смотрите, вот здесь большое количество обложек, которые я делал для YouTube видео. И как раз я экспериментировал с расположением и прочим, и это удачный пример, чтобы показать, как здесь можно все изменить. Смотрите, я выбираю этот лейбл, он также встречается на остальных фреймах. Что я делаю? Я нажимаю вот на эту кнопку, и он выбирает этот же лейбл с таким же названием на всех остальных обложках. Это супер удобно, например, я его могу удалить, или я могу, например, поменять здесь отступы и прочее. Массовое редактирование этого лейбла на всех фреймах сразу. Очень круто. Обратите внимание, что он реагирует на название фрейма и его положение внутри. То есть даже если у меня вот Figma лого называется так же, я его выбираю везде, с черным фоном, с белым фоном, это везде и выбирается. Но если я, например, добавлю вот этот слой еще в один фрейм и попытаюсь выбрать все, он не выбирает, потому что такого совпадения нету. Вообще, честно говоря, эта функция была давно, и она была просто запрятана, и мне кажется, ей никто не пользовался. Она была здесь, Select Matched Layer. Она то же самое делает. Так что хорошо, что это вынесли наружу. Вторую штуку, которую сделали новую, она не была нигде запрятана, но это очень удобно, это связано с массовым редактированием текста. Вот здесь у меня встречается много где одинаковый заголовок. Я также выделяю такие же слои и нажимаю Multi-Edit Text. И теперь я меняю в одном месте, меняю везде. Для этого, по-моему, раньше кто-то использовал плагины или прочее, но давайте покажу, как сделать. Видите, везде меняется, это экономит кучу времени, если вдруг поняли, что нужно переименовать, а не сделали это компонентом. Вот, то есть такие два крутых нововведения, очень удобно, они появляются ситуативно, то есть вы выбираете какой-то слой, если он может что-то выделить, вы увидите эту кнопку, а если это оказывается текст, то вы можете включить мультиредактирование. Есть еще нововведение, но, честно говоря, оно не самое удачное получилось. Покажу на примере. Вот компонент кнопки, и у него тоже можно выбрать, во-первых, все доступные слои и массово их отредактировать. Это, конечно, удобно. Например, я могу поменять 8 пикселей отступ между кнопкой и иконкой. Сделаю 12, и это изменится у меня вообще на всех инстансах в компоненте. Круто, но есть один большой нюанс. То есть это мультиредактирование. Я могу, не знаю, там взять что-нибудь вообще сломать, переделать, изменится у всех, пока нажата вот эта кнопка. Но что бы я хотел в идеале, вот смотрите, у меня здесь есть отступы разного размера, здесь 12, здесь 5, а внутри кнопки с иконкой по 6 отступы. Я бы хотел иметь возможность выделить все кнопки с такими же отступами, чтобы их поправить. А здесь отступы другие, их отдельно выделить. Вот эта функция, она не позволяет, она выделяет почему-то все. Окей, я пошел дальше и попробовал воспользоваться функцией, которую делала Figma, и кажется, это выделить все с теми же свойствами. Но, к сожалению, она не всегда работает. То есть, смотрите, она выделяет вот эти кнопки, вроде бы действительно с похожими свойствами, но почему-то не выделяет вот эти кнопки. Какие свойства она берет, я до сих пор не понимаю. То есть, вроде бы здесь вот черная иконка бэкграунд, здесь серая иконка, это то есть другой цвет.
И почему-то, ну, я не понимаю, почему она берет и выделяет не все такие же. Вот, вроде бы должно работать, но не все так пока идеально. Тем не менее, функция классная, особенно с мультиредактированием текста, с массовым изменением одинаковых слоев. Например, я могу взять везде это удалить или отредактировать. Это, конечно, ускоряет вашу работу. Так что пользуйтесь. Пока.